Всем привет! Сегодня приготовим торт без выпечки с малиной. Готовится очень просто и из доступных продуктов. Такой торт выручит не один раз, когда не хочется печь, а приготовить что-то сладкое хочется. Сначала приготовим крем. В миску кладем 300 грамм творога. Насыпаем 150 грамм сахара и наливаем половину ряженки. Всего понадобится 500 мл ряженки. Творог измельчаем погружным блендером до однородной массы. Творог можно использовать любой жирности, но лучше брать пожирнее. Ряженку тоже желательно взять с жирностью 4%. В хорошо измельченный творог доливаем оставшуюся часть ряженки. И все хорошо перемешиваем. Берем 500 грамм овсяного печенья и разламываем его на более мелкие части. Печенье кладем в измельчитель. Измельчаем до мелкой крошки. Получившуюся крошку насыпаем в уже приготовленный крем. Я измельчаю печенье в несколько подходов, так как за один раз все не помещается. Крем с крошкой хорошо перемешиваем до однородности. Складываем торт. Берем миску объемом примерно 3 литра и обкладываем ее в середине пищевой пленкой. Предварительно миску нужно смочить водой для того, чтобы пленка лучше прилипала к стенкам. Края пленки оставляем снаружи, чтобы потом можно было их завернуть наверх. Первым слоем в миску кладем смесь из печенья и ряженки. Равномерно ее распределяем по дну. Следующим слоем кладем малину. Сначала выкладываем малину по краю так, чтобы она прилегала к миске. Затем заполняем все оставшееся пространство малиной в один слой. Сверху кладем второй слой из печенья и ряженки. Рассчитывайте массу так, чтобы ее хватило на 4 слоя. Аккуратно его разравниваем. Снова кладем слой из свежей малины. По желанию малину можно заменить другими ягодами или фруктами по сезону. Например, можно использовать персики, а если нет свежих, то можно использовать даже консервированные. Третий слой из печенья и ряженки. Опять слой малины. И на него выкладываем последний слой из печенья и ряженки. Первый и последний слои в торте обязательно должны быть из печенья и ряженки. Между ними делаем 3 слоя из малины. Сверху торт накрываем пищевой пленкой. Ставим настаиваться на пару часов, я оставила на целую ночь. Торт настоялся, достаем его из холодильника и открываем пленку сверху. Накрываем миску блюдом и переворачиваем. Сверху торт украшаем ягодами малины и листиками мяты. Торт без выпечки из овсяного печенья получился красивым и очень легким в приготовлении.
В нем прекрасно сочетается сладкое печенье и свежая малина с легкой кислинкой. Обязательно приготовьте такой торт. Вторым приготовим торт «Воздушное облачко» с клубникой без выпечки. Это очень домашний и быстрый тортик с минимальным количеством ингредиентов. В сезон клубники очень рекомендую его приготовить. Сначала подготовим ингредиенты. 300 грамм белого зефира разделяем на половинки. Каждую половинку зефира разрезаем на 2 примерно одинаковых кружочка. 500 грамм уже вымытой и очищенной от хвостиков клубники нарезаем небольшими кусочками. 2/3 части клубники пойдет в начинку торта, а примерно 1/3 часть понадобится для украшения торта сверху. В чистую и сухую миску наливаем 500 мл обязательно холодных сливок. Сливки начинаем взбивать сначала на низкой скорости миксера, постепенно увеличивая ее до максимальной. Взбиваем сливки до крепких пиков. Сливки должны быть жирностью не менее 30%. Я использую сливки жирностью 36%. Сливки взбились, складываем торт. На дно блюда выкладываем кружочки зефира в один слой. Сверху на зефир наносим взбитые сливки. Выкладываем нарезанную клубнику. На клубнику опять наносим слой сливок. И повторяем. Кладем слой подготовленного зефира. Сливки. Клубника, сливки. При сборке торта рассчитываем сливки так, чтобы их немного осталось для украшения. Заканчиваем сборку зефирным слоем. Оставшимися сливками обмазываем торт сверху и по бокам. Сверху торт украшаем кусочками клубники. Также у меня на канале есть и другие, тоже очень вкусные и красивые торты без выпечки. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. По низу торта тоже выкладываем клубнику. Торт готов, можно подавать на стол. Торт «Воздушное облачко» с клубникой получился нежным и очень вкусным. В нем прекрасно сочетаются и дополняют друг друга сладкий зефир, воздушные сливки и ароматная клубника с легкой приятной кислинкой. Торт готов сразу же после приготовления, а если он постоит 1-2 часа, то становится еще вкуснее. Хранить его долго нежелательно, так как сливки и клубника могут потечь. Обязательно приготовьте такой торт, это очень вкусно. Если вам понравился рецепт такого торта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.